О, Том Сойер! Я обожаю эту повесть из-за улыбки, которую вызывает, благодаря жизни, которой заряжает, состоящей от самых простых радостей, открытий, приключений до больших и, конечно, предприимчивости. Том, он большой смышленый малый парень, и он же авантюрист, непоседа, жаждущий познать целый мир вокруг себя. Он ищет, замечает, находит и берет то, что нужно. Он любит размышлять обо всем на свете, а также свободу. Мы, взрослые, запросто можем стать дяденьками и тетеньками со своими порой неподвижными взглядами и чопорностью. А как ни крути, интереснее же жить, позволяя себе такую роскошь, как детскую радость, восторг, удивление со всякими непосредственными выдумками. И мы с подругой, почувствовав свободу на берегу залива, мгновенно попадая в уютные объятия природы, прислушавшись к ее дыханию, мы обретаем поддержку и легкость от каждого вздоха пребывания с ней. Мы любуемся ее красотой, очарованием, щедрой свежестью, которой наполняется душа. Природа – это и свобода, принимает все твои чудачества, а мы дарим ей свои улыбки и звонкий смех. И здесь приятная естественная музыка, прибоя, пение птиц в лесу, белокрылых чаек, вольного ветра. Все это проникает в самое сердце и включает на полную твои чувства, из-за чего невозможно устоять на месте, и начинаются целые приключения. А прежде, зимой, здесь же, мы видим перед собой большой белый холст, когда небо сливается с заснеженным, покрытым льдом, безграничным водным пространством, и глаза отдыхают, вглядываясь в белоснежную даль, а мысли оставляют свой след именно те, которые действительно важны. Идти вдоль берега по сугробам, покрытым тонким хрустящим льдом, и вдруг, когда проваливаешься почти до пояса, воспринимаешь как полезную зарядку. Когда выбираешься, возомнив себя альпинистом, и вот уже протягивает руку подруга-единомышленница, и ты поднимаешься на свой пик позитива. Увидеть большое поваленное дерево с таким же большими извилистыми корнями, и воображение разыгрывается, представляет роль великана, который одной рукой смахивает его, встречая на своем пути. И дерево, скорее всего, поваленное штормом, своими корнями, словно кружево, говорит о его долго героической, храброй, стойкой жизни. И вот мы уже идем через лес, где преобладают хвойные деревья, вечно зеленые, нарядные, молодые. И находим место будто в партере перед большим белым экраном залива и неба, а как действо разжигаем костер, который дается не сразу, но столько радости от малейшей искорки. Мы наливаем теплого чая, и такой уютный пар от него, и ты чувствуешь себя как дома, наслаждаясь умиротворением благодаря природу за эти чувства. И она оказывается такой гостеприимной, что в этот день было так тепло, и есть о чем помолчать с подругой, и о чем поговорить с природой, и наоборот. А уже весной, в начале мая
Дух захватывает от бодрости, когда снова подходишь к берегу залива, и вода вся усыпана золотом от яркого солнца, и столько грации от нее и ее струящегося платья на ветру. И так волшебно, что уже искорки появляются в твоих глазах, и сама жизнь. И с детским восторгом находим ракушки, своеобразные камушки, какое-то водное неизвестное растение, прибывшее на берег из самых глубин, похоже на каракатицу, а также блесна, красивое белое перо, которое, наверное, уронил индеец. Том был бы рад таким находкам. И наблюдаем за профессиональным кладоискателем, которого замечаем и наблюдаем за ним в течение дня, как трудится увлеченно, и как же расцветает его лицо, когда что-то находит его металлоискатель. И он небольшой лопаткой вскапывает песок. Ох, как же это интересно, ведь можно найти таким образом целую историю, которую можно потрогать. И так как не совсем еще разогрелась и пока еще немного прохладно, чтобы пробежать босиком по самой воде, мы это делаем в ботинках, от души делая искрометные брызги и от души смеясь. А в ближайшем лесу тропинка заводит к небольшому участку вязкой почвы и, найдя большие палки как опору, оцениваем обстановку. А увидев хаотично разбросанные островки твердой почвы и ведущий к ним путь через бревна, преодолеваем этот квест. Словно канатоходцы с учащенным ритмом сердца и барабанной дроби перед каждым шагом. Но лучше этот трюк не повторять. Это небезопасно. Поворачивайте обратно, чтобы сохранить себя. И наступает вечер. И удовольствие от прожитых моментов, приятная усталость, и мы уже сидим на берегу, любуясь уже безмятежным солнцем, а небо со слепительно-голубого меняет свои цвета, и серый преобладает, уже чувствуя спокойную твердость и силы, как большие камни на берегу, которых не пересчитать. И сколько бы волна ни ложилась на них, камни остаются непоколебимыми и внушительными своей неизменчивостью. И вот мы уже не одни, люди уже повсюду разжигают костры, ведут неспешные беседы, и такие у всех воодушевленные лица, и так хочется таких лиц в целом мире. И мы находим то, что искали, а именно оазисы вдохновения, и забираем с собой. А проходя мимо молодых ребят, мы слышим старую добрую песню «What is love?». И по дороге к машине мы включаем на всю эту песню. Стремительно шагаем, пританцовывая, отдаваясь полностью моменту, делая нелепые порой движения, но веселые. И понимание, что если будет мир внутри, то будет и снаружи.